Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел, и это наша педикюрная рубрика. Поставьте пальчик вверх, чтобы ролики по педикюру выходили еще чаще. Вот такая модель к нам обратилась. Видим, что ногтевая пластина на больших пальцах глубоко посаженная и красные валики. Эти места вызывают болезненность у клиента. Когда мы видим такую ситуацию, скорее всего, это говорит о вросшем ногте или о ногтевой мозоли. Они различаются, некоторые бывают подногтевые, когда именно под ногтевой пластиной, и есть околоногтевые. Тут очень важно, что не стоит их путать, потому что это совершенно разные понятия, а часто мастера по привычке называют подногтевой мозолью то, что находится по боковым сторонам. Но это далеко не так. И в работе сегодня будем использовать инструменты такие как пинцет, кусачки и кюретка. За работой опытной практикующей подолог Ольга, которая производит обработку. Такие мозоли необходимо убирать. И для этого будем использовать механический способ. То есть такие мозоли, они не убираются при помощи фрез, потому что фреза будет только истончать боковую стенку валика, и затем ноготь может упираться в это место, что приведет к новой травматизации. Также, чтобы не удалять такие мозоли на сухую, чтобы все проще происходило, мы наносим ремувер для увлажнения. Ждем 1 минуту и после этого начинаем работать кюреткой, постепенно подталкивая эту мозоль кверху, доставая ее. Важно, что мозоль именно крепится, как правило, по точкам вроста, и в этом месте нужно ее достать. То есть нам бы не подошла просто работа фрезами. Тут нужно подходить комплексно. С левой стороны остался такой шип, ноготочек, потому что модель самостоятельно в домашних условиях подпиливала форму свободного края и не убирала данный уголок, который со временем отрос и уже упирался в кожу, что доставляло болезненное ощущение нашей модели. Поэтому мы сейчас немного эту нижнюю стенку убираем при помощи кусачек и наверх подвытягиваем мозоль. Наша задача ее убрать. Бывают, конечно, ситуации, когда она таким образом не уходит. Тогда мы можем взять кусачки, поставить их перпендикулярно пластине и срезать. Видим, что на второй ноге такая же ситуация. Очень большая околоногтевая мозоль, и иногда мастера могут спутать ее с вросшим ногтем. Но если мы начинаем работать кюреткой, то видим, что данная часть, она мягкая, то есть это не ноготь, а именно такая уплотнившаяся кожа, которая, собственно говоря, мешает клиенту, и он ощущает давление. То есть в некоторых случаях мы можем сделать скругленный кончик свободного края, то есть на общую форму это не влияет, она остается такая квадратная, но углы слегка у нас скруглены, это иногда допустимо, но важно, что в такой ситуации нельзя просто оставлять так, как есть, необходимо воспользоваться тампонадами, и дальше мы вам покажем несколько видов тампонад, которыми вы можете воспользоваться, для того, чтобы ноготь не упирался в кожу. Ну а мы все постепенно прочищаем, кюреткой убираем оставшуюся кожу. Можно также дополнительно нанести ремувер для того, чтобы кожа размягчилась, поработать с кутикулой. Убираем всю ненужную нам кожу и делаем пальчики на ногах красивыми. Хотите знать все тонкости выполнения педикюра, от классического до аппаратного, разбираться в заболеваниях ногтей и кожи? Тогда приглашаю вас в нашу онлайн-базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеоуроков по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Присоединяйся по ссылке в описании. И сначала покажем вам вот такую тампонаду из лигазана. Это специально пористый материал. Вырезаем небольшой кусочек по размеру ногтя. Важно, что тампонада ставится не под ноготь, как думают многие мастера, а ставится между натуральным ногтем и боковым валиком, для того, чтобы не было давления на кожу, не было врастания и чтобы мозоли не появлялись вновь. Это такая как профилактика. Вы можете использовать любой из предложенных видов. Мы выбираем тампонаду, исходя из проблемы, исходя из размера пазухи и так далее. То есть для каждого конкретного случая.
Вот этот материал называется капалин, он более тоненький, и видите, в более маленькие места его можно устанавливать. Ну а если полость достаточно большая, мы можем использовать жидкую тампонаду. Для этого нам потребуется ультрафиолетовая лампа. Сначала обезжириваем спиртовой салфеткой поверхность, в том числе промежуток, куда мы будем закладывать материал. И затем при помощи такого шприца очень удобно положить туда материал, небольшую полосочку. Она, кстати, отлично носится. Затем на следующей процедуре можно заменить ее, либо она сама самостоятельно отвалится у клиента. В общем, она носится, в принципе, как и обычная любая другая тампонада. И еще один вид коррекционной системы – это тейп. Конечно, он не столь, наверное, эффективен, как 3 предыдущих варианта, но имеет место быть. Почему не столь эффективен? Потому что все-таки клиент должен регулярно менять этот тейп, чтобы он хорошо оттягивал боковой валик. Мы вырезаем нужный размер, убираем уголки, приклеиваем и оттягиваем валик. Все, получается, у нас валик оттянут, и опять же уже не будет такого давления на кожу. Но важно, если проблема у клиента не решается, нет улучшений, вот если вы делаете такие тампонады, то в таком случае человека отправляют на установку коррекционных систем к опытному подологу. Вот такое познавательное видео у нас получилось. Понравилось? Ставьте пальчик вверх, поддерживайте это видео, пишите, какие еще педикюрные ролики хотели бы видеть на канале. Всем успехов в работе! Счастливо! Пока-пока!